Приветствую, друзья! Беспроводные наушники для музыки мы с вами рассматривали уже множество раз. Сегодня же я предлагаю поговорить о первых игровых ТВС-наушниках, что попали мне в руки. Это PAMU Z1. Помимо ультранизкой задержки, модель имеет еще и защиту от влаги, беспроводную зарядку, возможность до 6 часов работать от одного заряда и, естественно, систему активного шумоподавления на целых 3 микрофонах. Собственно, поехали! Пришли наушники в довольно неплохо оформленной картонной коробке с акцентированием на наличие активного шумоподавления и очень низких, как для Bluetooth, задержках. Внутри лежал стандартный набор документации, короткий Type-C кабель, мешочек из кожзаменителя и 4 набора силиконовых амбушюр разного размера. К качеству последних у меня никаких вопросов не возникло. Кейс по габаритам небольшой, полностью выполнен из тактильно приятного матового пластика. Петля в принципе нормальная. Из функциональных элементов у нас лишь зарядный Type-C порт и 3 светодиода, расположенных на небольшом вот таком прозрачном выступе сбоку. Идея отличная, выглядит это, друзья, очень эффектно. Сами чашечки сделаны ровно из такого же материала, только раскрашены в такие кислотно-черно-желтые тона. С внутренней части имеем компенсационное отверстие для 10-мм динамического драйвера и довольно короткий звуковод с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. На внешней же стороне находится эдакий аналог ножки, только гораздо шире. На него нам вынесли светодиод состояния, сенсорный слой управления и целых 3 микрофона. 2 из них отвечают за систему шумоподавления, и один внизу разговорный. С его качеством вы можете ознакомиться прямо сейчас. Я вставлю отрывочек из записи. Собственно, слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС-наушников PAMU Z1. Вот, собственно, так они и записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Управлять наушниками просто. 1 тап ставит музыку на паузу, 2 переключает треки, а зажатие в зависимости от наушника вызывает голосовой ассистент или переключает режимы шумоподавления. На каждом наушнике установлен аккумулятор на 45 мАч, что на одном заряде и 50% громкости дает около 6 часов воспроизведения музыки. А с учетом емкости кейса это время можно расширить аж до 24 часов. Запас по громкости, к слову, тут очень хороший. Большую часть времени я их слушал практически на 50% от максимума, то есть нормально так имеется, куда еще наболтать. По кодекам нас особо баловать не стали, только базовый SBC и немного более продвинутый AAC. Никаких aptX и LDAC тут даже близко нет. Защита от воды у модели распространяется только на пот и легкий дождичек. Струю воды или погружение герои обзора, скорее всего, не переживут. Реакции на установку и извлечение из уха у них, друзья, тоже нет. Зато заряжать их можно при помощи беспроводной зарядки. По качеству режимы шумоподавления и звуковой прозрачности вполне стандартные, без каких-либо рекордов. Окружение более-менее отсекают и хорошо, но вариант вообще не для самолета. Еще могу их хвалить, конечно же, за качество сигнала. Сколько и где с ними не ходил, ни разу никаких проблем не было. По задержкам же PAMU Z1, на мой взгляд, вообще чемпионы. В режиме Ultra Low их можно сказать, что вообще нет, но об этом вот чуть-чуть попозже. В уши модель мне села просто отлично, удобно и с прекрасным уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот это все и выглядит. Отдельно хочется сказать еще о приложении PAMU, которое сделали в черно-зеленых таких геймерских тонах и вовсе не случайно. Здесь мы узнаем уровни заряда каждого из имеющихся наушников, можем вручную переключать режимы шумоподавления, причем есть вариант с отключением шумодава и только шумодав и режим прозрачности. Это кому как удобнее. В продвинутом режиме можно выбрать один из 6 пресетов эквалайзера. По умолчанию здесь почему-то ставится не Normal, а Pop, но это легко меняется вручную. Голосовое сопровождение может быть на английском или китайском языке, это тоже можно выбирать. Ну и есть целых 3 игровых режима. В первом мы имеем стандартную задержку для AAC кодека. Она заметно таки ощущается, играть с ней не совсем удобно. Второй режим куда более шустрый, и лично на мой вкус его уже будет достаточно для 90% случаев. А вот для тех, кто решил прямо-таки зарубиться, имеется 3-й ультранизкий режим. Вот тут уж вообще сложно различить хоть какое-то отставание звука. Для тех, кто играет, друзья, ну это просто находка. Такого разноса по возможностям лично я нигде еще не встречал. Вот это реально игровые наушники. Также здесь можно переназначить действие на двойной этап удержания, в том числе имеется и регулировка уровня сигнала. Обновления прошивки, к сожалению, не нашлось, но и в наличии встроенная инструкция по эксплуатации, кому это интересно.
По измерениям у нас чуть более продолжительный относительно нормы импульс, вполне неплохие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие примерно 1%, что для Bluetooth очень даже неплохо. Фаза ведет себя более-менее естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 75 и 105 миллисекунд соответственно. АЧХ же имеет подъем низких частот на 18 дБ с добротным таким насыщением нижней середины, легкое выделение области разборчивости, аналогичную же компенсационную яму и пик на 8,9 кГц для усиления детализации. Вполне себе нормальная типовая кривая, я встречал такую множество раз, но только с басом, наверное, тут чуток перегнули. По подаче же PAMU Z1 ничем особенно не выделяются. Довольно мутноватое такое сглаженное звучание с акцентом на низких частотах, неплохой массой на середине, зачаточной детализацией и убранными на задний план верхами. Очевидно, модель совсем не для привередливого меломана и уж точно не для аудиофила. Зато ничего не пилит, не режет, да и сидеть в них можно очень даже долго, без особой нагрузки на слух. Основное же применение Z1 я вижу для спорта, где особенно не до нюансов звукоизвлечения и, конечно же, игр. Не зря же здесь целых 3 варианта задержки сигнала. А вообще получилось весьма сочное, такое мелодичное, абсолютно не напрягающее звучание. По стилистике ограничения тоже только на сам характер звука. Если нужна скорость, прозрачность, высокая проработка сцены в глубину, сразу нет. А для чего-то попроще вполне себе. Я вот по Псятинке погонял, сборники блюза, этники, аудиокнижки с удовольствием послушал. В игры, к сожалению, играю редко, хотя в данном случае было бы очень в тему. Итогом, беспроводные наушники PAMU Z1 очень удобно сидят, выполнены со вкусом, поддерживают беспроводную зарядку, имеют защиту от влаги, 2 режима шумоподавления, встроенные эквалайзеры, целых 3 варианта задержки для геймеров. В последнем как раз и вижу главное предназначение данной модели. По звуку они довольно скромные, басовитые, с хорошей такой глубиной и массой, но как-то все просто и размыто. Меломаны такое вряд ли оценят, а спортсмены и геймеры вполне. Для них эти ушки и могу посоветовать. Если у вас звук далеко не на первом месте, присмотритесь к PAMU Z1. По возможностям модели они очень даже. Собственно, PAMU Z1. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.